Дорогие родители, всем привет! Сегодня я хотела бы поговорить с вами о таком понятии, как дирижирование. Почему я разговариваю именно с родителями? Потому что это видео будет относиться к рабочему материалу для тех, кто занимается по курсу Puzzle Piano, это для деток от 4 до 10 лет, которые занимаются в домашних условиях, занимаются для себя и в удовольствие, а педагогами в данном случае являются мама, папа, бабушка, либо дедушка. Поэтому если вопросы касаемо дирижирования вас волнует и вам непонятно, как объяснять это ребенку, то сегодня я попытаюсь более подробно затронуть эту тему и рассказать специально для вас понятным языком, для того, чтобы вы потом смогли донести эту информацию до вашего ребенка, либо уже не париться по этому вопросу. Итак, что касается дирижирования, это, конечно, целое искусство, которому обучаются в течение очень долгих лет и занимаются этим профессионально. Но мы затронем только краешек этой информации. Нам дирижирование нужно для того, чтобы отсчитывать ритм, для того, чтобы чувствовать сильную долю, чувствовать размер, соответственно, и для возможности записывать произведения в ритме, записывать их правильно на бумаге. Ну и оно необходимо на уроках сольфеджио, если детки занимаются в музыкальной школе, необходимо для музыкальных диктантов, для пения музыкальных номеров и вообще даже для разучивания музыкальных произведений без дирижирования, без понятия размера вы никуда не продвинетесь, если вы занимаетесь качественно музыкой, а не тяп-ляп. Итак, существуют универсальные схемы дирижерских взмахов, дирижерских схем для простых, смешанных и простых, сложных и смешанных размеров. Сегодня мы поговорим о 3 размерах. Это 2 четверти, 3 четверти и 4 четверти. Каждая доля показывается определенным взмахом руки. Итак, что же это за взмахи и как этим пользоваться? Давайте начнем. Итак, давайте поговорим о двухдольной схеме дирижирования, то есть размера 2 четверти, размера 2 восьмых, 2 шестнадцатых и так далее. Но в нашем курсе Puzzle Piano мы будем использовать только размер 2 четверти. Итак, 2 четверти состоит, значит, из двух взмахов состоит, из 2 долей. Первая доля и вторая. Один взмах – это 1 четверть. А как мы уже можем трактовать эту четверть, это уже зависит от произведения или зависит от данного какого-то примера музыкального. Итак, как же мы дирижируем размер 2 четверти? Раз, два. Если мы дирижируем одной рукой, то удобнее будет дирижировать правой рукой. Значит, если у нас в такте 2 четверти, мы будем их дирижировать первая, вторая. И проговаривать раз, два. То есть один взмах у нас вниз и в сторону, второй наверх. Раз, два. В музыке вы можете дирижировать 2 руками. Значит, руки у вас будут расходиться в зеркальном отражении, да, расходиться друг от друга. Раз, два. Если это восьмые, будем просчитывать их. Раз и два и. Давайте поговорим о трехдольной схеме, которая удобна для размеров 3 четверти, размера 3 восьмых, 3 вторых и 3 шестнадцатых. В курсе Puzzle Piano мы затронем с вами размер 3 четверти. Значит, один взмах – это 1 четверть, это 1 доля. Будем дирижировать ее. Раз, два, три. Вниз, в сторону, наверх. Или по-другому, вниз от себя наверх. Вниз от себя наверх. Если это 3 четверти, раз, два, три. Если это 6 восьмых, то есть 2 восьмые, 2 восьмые и 2 восьмые, то это будет раз и 2 и 3 и. Также мы можем дирижировать 2 руками. И это будет также зеркальное отражение. Раз, два, три. Вниз руки расходятся, наверх. Не забывайте пружинить. Раз, два, три. Четко быть в ритме. Раз и два и 3 и. Далее поговорим о четырехдольной схеме. Она подходит для таких размеров, как 4 четверти. В данном случае 4 доли нас ожидает в такте, то есть одна схема соответствует полному одному такту в размере 4 четверти. Итак, как же мы дирижируем? Раз, два, три, 4. То есть вниз к себе, от себя наверх. Если это восьмые, раз и, два и, 3 и, 4 и. Ну и если это 16, раз и, 2 и, 3 и, 4 и. Также мы можем
дирижировать двумя руками. И руки у нас тогда находятся в зеркальном отражении. Повторяет то, что делает правая рука, повторяется это левой рукой. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вниз руки сошлись, руки разошлись и наверх. Плавно исполняйте дирижерские схемы, да, это очень важно, то есть не будьте как робот. И руки должны пружинить, руки должны быть четко в ритме находиться. Если это восьмые, это будет раз, и два, и три, и четыре, и. Если это 16, то же самое, соответственно, раз, и два, и три, и четыре, и. Немаловажным будет обобщить правила дирижирования. Дирижировать можно как одной, так и двумя руками. При одновременном дирижировании руки должны двигаться в зеркальном отражении по отношению друг к другу. Все движения должны быть плавными, но пружинными и ритмичными. При дирижировании важно считать размер про себя, четко соблюдая темп и опираясь на сильную долю. Например, размер 2/4. Раз, два. Видите, я выделяю сильную долю, даже проговаривая. Размер 3/4. Раз, два, три. Раз, два, три. И размер 4/4, он имеет сильную долю и относительно сильную долю, которую нужно не таким, конечно, способом выделять, но хотя бы все время в голове иметь ее в виду. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. В принципе, у меня все. Если у вас остались какие-то вопросы по дирижированию, оставляйте их внизу. Спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока!